Сегодня у нас радостное событие. Сегодня у нас буква У. Это Московский университет. Мы с Юлей закончили Московский университет, работаем в Московском университете, поэтому у нас очень большие чувства к этому месту. Простите нас, если вдруг мы будем очень эмоциональны. Московский университет носит имя Михаила Васильевича Ломоносова. Вот он сидит за мной перед входом в Московский университет. Московский университет построили здесь, около Кремля. Вот он, Кремль, 200 метров. Это самый центр города. И, конечно, в Москве и в России все русские люди, поверьте мне, знают, кто такой Михаил Васильевич Ломоносов. Ну, вы тоже должны узнать, кто это такой для русской науки, истории, философии и так далее. Это очень важный человек. Итак, Михаил Васильевич Ломоносов, чей памятник вы видите, человек уникальный. Он родился в XVIII веке на берегах Белого моря, в крестьянской семье, то есть в очень простой семье. Где Белое море? Белое море очень далеко от Москвы и вообще от центра России. Туда ехать более 1000 километров. Город Архангельск – центр этой территории. А Ломоносов родился даже не в Архангельске, а просто в деревне на берегу. Михаил Васильевич Ломоносов, Михайло Ломоносов, как тогда говорили, очень хотел учиться. В деревне было учиться нельзя. Когда ему исполнилось 19 лет, отец решил его женить. И он понял, что никогда больше не будет учиться, и надо уезжать. И он тайно нашел рыбаков, которые везли рыбу в Москву, и присоединился к ним. Он убежал из дома, убежал в Москву. Денег у него, конечно, не было. Он был простой крестьянин, но решил рискнуть. И не прогадал. В Москве у Ломоносова началась абсолютно новая жизнь. Он действительно пошел учиться. Крестьянский сын не мог учиться, поэтому он сказал, что он дворянин. Обманул. Но, тем не менее, учиться начал. Одноклассники над ним смеялись, потому что он был здоровый дядька, 19 лет. Уже женились в это время, в 19 лет, а там были мальчишки. Ему было нечего есть. Он питался хлебом и квасом несколько месяцев. Это была зима, было холодно, но тем не менее он учился. И он был необыкновенно талантливый. Поэтому потом он поступил в Греко-Латинскую академию, потом он переехал в Петербург и учился в университете там. Потом, как одного из самых талантливых учеников, его послали учиться в Германию. И он учился в университете в Марбурге. И только потом, когда он уже выучился, он вернулся в Россию ученым человеком. И, конечно, он хотел, чтобы не только он один мог учиться, он хотел открыть эту возможность для других людей в России, прежде всего для людей небогатых и незнатных. То есть идея университета, демократического университета, как в Европе, как в Германии, это была, можно сказать, идея фикс Ломоносова. И он, как человек очень настойчивый и упорный, начал работать в этом направлении. Ломоносов вернулся в Россию, где в это время царствовала дочь Петра I, и он начал искать возможности свою идею, как бы мы сказали сегодня, пролоббировать. Одним из его, нельзя сказать, чтобы друзей, но хороших знакомых, стал Иван Шувалов, придворный при дворе царицы Елизаветы Петровны. Влияние Ивана Шувалова при дворе, его влияние на царицу было очень большое. Он был фаворит Елизаветы. Тогда говорили «сердечный друг».
Поэтому, конечно, царица не могла отказать своему сердечному другу в его просьбе. А в конце концов только ее подпись означала решение вопроса, означала, что университет будет. Ломоносов написал проект устройства университета. Шувалов обсуждал с ним, у них были жаркие дебаты и дискуссии. И вот с этим проектом, готовым, Иван Шувалов пришел к императрице Елизавете Петровне накануне Дня Святой Татьяны, 25 января 1755 года. Кстати, у Шувалова мать звали Татьяна, и поэтому он дипломатически воспользовался этим случаем, чтобы прийти к императрице. Императрица, женщина очень чувствительная, она не могла отказать своему сердечному другу, тем более это были именины его матери. И она таки подписала указ об основании в Москве Московского университета. Это свершилось. Ломоносов, который так страстно желал продвигать образование в своей родной стране, все-таки это получил. И Шувалов стал курировать, как мы сегодня скажем, этот новый проект. Слово «университет» как нельзя больше подходит к Ломоносову, потому что университет, то есть всесторонний, всеобъемлющий, это характеристика прежде всего самого Ломоносова. Пушкин, другой наш универсальный человек, сказал, что Ломоносов основал университет, а точнее сказать, сам был университетом. И это очень точные слова. Потому что Ломоносов был физиком, химиком, астрономом, ботаником, биологом, металлургом, инженером. В общем, трудно сказать. Филологом. Да, филологом, Поэтом. историком, поэтом. В общем, трудно назвать область, где бы мы не нашли как первого человека, который начал заниматься этой сферой науки, имени Ломоносова. Ломоносов у нас сам университет. И, как позже тоже сказал о нем Пушкин, жажда знаний стала страстью его души. И это истинная правда. Так вот, университет. Было сначала всего 3 факультета – юридический, медицинский и философский. И сколько бы вы думали, людей пришло учиться в середине XVIII века в Московский университет? 16 человек. Вы знаете, сколько сейчас учатся в первом университете страны? Где-то 35 тысяч. Разница огромная. Но самое главное, как говорит русская пословица, лиха беда начала. Главное – это было начать. Университет был абсолютно уникальным для того времени в России. Почему? Потому что, как я уже сказала, это время, когда общество было очень структурировано. Там была жесткая иерархия. И чтобы крестьянский сын потом поднялся так высоко, чтобы крестьянский сын осуществил свою идею, это уже чудо. Второе чудо, что в этом университете могли учиться не только аристократы. И это было, конечно, уникально. Крестьяне, конечно, не могли здесь учиться, но люди, которые стояли чуть ниже на ступени социальной лестницы, люди разных чинов. Мы их потом назвали разночинцы. Они могли учиться, их даже было больше, чем детей дворян. Дети дворян предпочитали идти в армию. И потом из этих разночинцев, культурных и образованных, уже в следующем столетии, в XIX веке, образовался новый слой. И это российская, русская интеллигенция. Сначала это были только 3 факультета со студентами, а потом в Московском университете появился свой театр, появилась огромная библиотека. Здесь открыли независимую
газету и журнал и стали издавать. Это тоже необыкновенное событие для того времени. Московский университет стал настоящим центром культуры и образования. Московский университет закончили очень многие знаменитые люди не только России, но и которые потом стали известны в мире. Но поскольку мы филологи и занимаемся искусством и литературой, то я, конечно, могу в первую очередь назвать таких писателей, как, например, Чехов, Лермонтов, Пастернак. Их знают во всем мире. Жуковский, Аксаков. Их очень много. Огромное количество ученых вышло из стен Московского университета. Мы говорим вам об этом месте, но сегодня это здание называется «Старое здание Московского университета». И вы видите, какое это красивое здание XVIII века, которое построил знаменитый русский архитектор Казаков в стиле классицизма. И сейчас здесь занимаются студенты, будущие журналисты на факультете журналистики. Здание старинное, очень красивое, но места здесь мало. Поэтому здесь остались только несколько факультетов, а для остальных нужно было строить новое здание, которое мы вам покажем чуть позже. Ну, вы знаете, что студенты, конечно, любят учиться, но не меньше они любят и отдыхать. И самый главный праздник, когда студенты имеют полное право на отдых, это тот самый день, 25 января, который у нас называется Татьянин день, в честь святой Татьяны, которая помогла уговорить императрицу и подписать этот указ. А уже в XVIII веке Татьянин день стал днем сначала московского, а потом и российского студенчества. И сейчас это совершенно официальный праздник студентов. Обычно в этот день каждый год в университете и во всех других университетах России сначала происходит торжественная часть, заседание вместе с ректором, а потом все и преподаватели, и студенты идут гулять, развлекаться и отдыхать. Не буду вам рассказывать, как отдыхают студенты, потому что российские студенты отдыхают так же, как все студенты в мире. Ну, вы можете догадаться, как. Тут ничего особенного нет.